Всем привет! Вы на канале про доспехи, и сейчас я буду делать забрало к бацинету из вот такого плоского листа. Итак, это сталь 45 толщиной 2 мм. Сейчас вы видите, как я заменяю приспособы на прессе, подготавливаю необходимые формы для того, чтобы делать вытяжку забрала. Нижний боек — это выпуклая часть, и верхний — это яма. Мне нужно сделать еще много различных приспособлений, но уже даже с таким примитивным комплектом можно что-то пробовать делать. Видно, как работает пресс, совершенно не замечая толщину 2 мм, прожевывает ее, протягивает. С прессом удобно работать, он не бьет как молот, то есть нету вибраций по детали, нету ударов по рукам. Все мягко, аккуратно. Бойки сделаны таким образом, что их легко и быстро можно заменить. И сейчас я меняю верхний и нижний боек на более острые. То есть нижний шпирак маленький и острый, а верхняя ямка более глубокая. Так, из-под пресса я получаю вот такую заготовочку. У меня грубо оформлены основные геометрические формы, то есть глазница и нижняя часть забрала этого, там где человек дышит. Теперь его нужно немного поправить. В процессе работы у вас всегда будет пропадать разметка центра и основной выпуклой части в районе глаз. Поэтому очень умно будет регулярно наводить эти линии, чтобы не потерять их окончательно. Работать с прессом, конечно же, приятно, но руками доводить все равно нужно. Забрало уже неплохо садится на сам угол. Кстати, обратите внимание, что на оригинале вот этот хвост опасно загибается в сторону кадыка. И хоть многие реконструкторы считают, что в средневековье знали, как надо делать правильно доспех, я ума не приложу, почему они оставили такой опасный шип, направленный в сторону горла человека, и не выгнули его наружу. Загадка. Но я считаю, что лучше человек будет в безопасном шлеме, чем он будет в историчном, но опасном. А здесь показана работа на горячо. Этот метод называется райзинг. Я опускаю лист металла, нанося удары мимо шпирака, который находится под забралом. Кстати, я специально прогреваю и место, которое упирается в шпирак, для того, чтобы его тоже дотянуть. Таким образом, я делаю две операции. Я опускаю края глазницы и при этом поднимаю центр глазницы, потому что мне нужна такая форма. И дорабатывается нижняя часть забральника. Кстати, та, которая на оригинале выпирает, я решил ее аккуратно закрутить наружу. Такие варианты исполнения низа забрала встречались в средневековье, поэтому я думаю, что ничего страшного, что я немного отойду от оригинала. Сейчас видно процесс рихтовки. Рихтуется с помощью отбойного молотка, который закреплен на станине. Таким образом получается сделать рихтовку быстро и легко. На ребре наковальни я довожу края глазницы. Эти края являются ребрами, которые направлены внутрь, поэтому работаем изнутри, наклепывая одну сторону, а потом другую сторону. Далее проходит рихтовка самой глазницы. Тоже делается вручную, так как я еще не сделал более подходящих форм на рихтовалку. Вот так выглядит забрало после рихтовки. Обратите внимание, что форму на глазнице я выполнил по-другому, чем на оригинале. И сейчас будет самое интересное. Я хочу разрезать болгаркой, вот так сделать такие надрезы, и потом только опустить.
и сделать уже правильную форму. Таким образом я существенно сэкономлю время. Я планирую, что болгаркой разрезать я буду минут 15. А если бы я сейчас сделал форму правильную и вырубывал потом отверстия зубилом, я бы потратил, наверное, часа 2. Поэтому сейчас я и узнаю, получилось ли у меня то, что я задумал, или нет. Выпиливание глазниц таким образом занимает примерно 15-20 минут, но потом требуется доработка напильником. И мне это не очень нравится, потому что хочется, чтобы изделие получалось простыми операциями, практичными, которые не требуют больших трудозатрат и время затрат. Делая такой шлем быстрее, можно банально его сделать дешевле и доступнее для бойцов. Вообще-то даже с выпуклой глазницей забрало выглядит очень симпатично. Правда, я пока не могу вспомнить, есть ли прямой источник на именно вот такие прутья. На изображениях я встречал, на миниатюрах, на манускриптах, на похожих шлемах. Но в идеальном варианте, конечно, иметь прямой источник. То есть артефакт, который есть в музее, и он подтвержденный, что это все-таки не подделка, а действительно средневековое изделие. Но этот вариант я все равно сфотографирую, и в принципе можно предлагать и даже такой вариант забрал. А вот так это выглядит вместе с куполом. По-моему, уже очень-очень симпатично. Все равно продолжу и сделаю то, что я запланировал изначально. То есть сейчас я вот эти прутья просто так раз на горячо опущу. И теперь видно, как я на горячо выпрямляю перемычки. С первого раза у меня не получалось сделать опускание за один нагрев, приходилось 2 раза греть. Но раза с 3-4 я уже понял, как за один нагрев опустить такую перемычку. Когда я опускаю таким образом перемычки, вертикальные прорези становятся кривыми. И это, кстати, похоже на оригинал. Вертикальные прорези на оригинале аналогично кривые. Это может означать, что в средневековье делали похожим методом, ну, правда, без болгарки, понятное дело. Или же, что у мастера, который делал то забрало, такие же кривые руки, как и у меня. Но, скорее всего, дело в том, что такие прорези вырубались зубилом, и, конечно же, от такой рубки материал деформировался и немножечко кривился. А в те времена главным критерием было то, что вещь выполняет свои функции, несмотря на небольшую кривизну. Получилось вот такое забрало. Довольно схоже с оригиналом, и в целом в некотором смысле даже симпатичное. Хотя мне кажется, что все-таки первый вариант был более удачным. Хотя это может быть вкусовщина, конечно. Вы можете, кстати, тоже написать в комментариях, какой вариант вам понравился больше, с выгнутыми дужками или с вот такими приплюсами. По-моему, выглядит круто, брутально, такая средневековщина в целом. Я думаю, что ребята заценят. И даже сейчас обзор хороший. Нету отверстий, конечно, я еще здесь делаю отверстия везде. Кстати, давайте я сейчас и сделаю, и сравню. Ну, здесь вы видите стандартную процедуру. Сначала разметили, накернили, засверливаем. О, кстати, обратите внимание, что я сначала наметил все отверстия сверлом. То есть, когда вы сверлите руками, отверстия плывут в процессе просверливания. Я наметил изначально, понял, какие отверстия у меня пошли не так, не в ту сторону. И дальше я их еще докорректировал. То есть я наклоняю дрель и сверлю в ту сторону, в какую хочу поправить данное отверстие. Ну а большой диаметр отверстий уже добиваю на вертикалке. Ну, в целом, обзор сквозь глазную щель очень хороший. Вертикальные прорези, наверное, работают таким образом, что картинка складывается, может быть, возможно, мозг так воспринимает, что сквозь нижние дырочки мне довольно плохо видно. Забрали грифон на нашем видео, очень хорошо вижу сквозь отверстия, вот эти. Диаметр отверстий 8 мм. Скорее всего, из-за наклона поверхности, например, здесь у нас наклон вот такой. И мой глаз смотрит перпендикулярно к поверхности забральника. А здесь же
глаза упираются как бы под наклоном. Ну, не глаза, а взгляд упирается, линия взгляда упирается под наклоном в плоскость забрала. Поэтому мне не так комфортно видно, как хотелось бы. Но верхние эти прорези, это просто божественно. Но, к сожалению, это толщина 2 мм. Представьте, если вас со всей силы будут бить в эти перемычечки. Я уверен, что их сломают. Я вам даже гарантирую, что алебардой с какого-то удара вам их, скорее всего, порвут. Но здесь очень хороший обзор. В турнирке вам, я думаю, не скоро поломают эти перемычки, если вообще поломают. А той же алебардой, но это надо еще словить такой удар, который вам придет четко, прямо вот в лицо, в глаза. Это, такие удары, это, конечно, редкость. Хотя, судя по многочисленным шлемам, которые мы делали и ремонтировали потом в дальнейшем, эти перемычки получают довольно много ударов. Как в турнирке, так и в бугурте. В общем, это интересный опыт. Это забрало. Ну, здесь я низ очень хорошо вижу. Ну, в общем, стандартное забрало грифон. Здесь вот за счет высоты прорезей такое комфортное ощущение. Но, конечно же, нужно проверять на практике. То, что я здесь понавысматривал, это все фигня. Самое главное, это практическое применение и, в общем, отзывы от людей, которые прямо дерутся в них. Вот так это забрало смотрится на куполе шлема, на бацинете. В целом я доволен. За счет того, что приплюснутая глазница, она не так сильно выступает наружу, и всякие скользящие удары, наверное, не будут так сильно цеплять за нее. Кстати, если сравнивать это забрало и более такое, скажем, попсовое, ну, классическое, которое часто можно увидеть, видите, у меня глазная щель, она не так сильно выступает. А это означает то, что если вам будут проминать саму глазную щель тяжелым оружием, эта глазная щель может закрываться. То есть буквально как глаз закрывается и теряется обзор. А здесь же особо нечему закрываться. Она не такая высокая, так что когда вам будут сюда что-либо мять, то вряд ли она прям так сильно закроется, что вы потеряете в обзоре. На это забрало у меня ушло примерно 3,5-4 часа в данном виде, с отверстиями, с прорезями. Если не забивать эти части, наверное, ушло бы 3-3,5 часа. В целом, забрало как для турнирного шлема, я думаю, очень-очень неплохо. Для какого-нибудь легенького. Ну и спасибо всем, кто досмотрел до конца это видео. Ваши лайки и подписки однозначно мотивируют меня больше и чаще делать такие видео. Если вам нравится, то обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии. Кстати, можете написать, как вам больше понравилось, с выпуклыми глазницами или с более плоской глазницей. И если аргументируете, это будет еще лучше. То есть, если вы боец и у вас есть какие-то предпочтения, то напишите, почему вы так считаете. Ну, на этом все. Всем пока, до новых видео.